Всем привет, вы на канале 375 Airsoft, это наш второй выпуск после затянувшегося перерыва. Сегодня я вам покажу, как красить привода, то есть как я это вижу, как я это привык делать. Вот, это не истина в последней инстанции, то есть это то, как я это делаю. Сегодня у нас М4 с цевьем Daniel Defense, не самая лучшая китайская реплика с рубиновым отливом, и это надо, конечно же, исправить, собственно, чем я сейчас и займусь. Прежде чем начать, пару слов о приводе, о красках и то, как будем красить. То есть привод был уже крашен, краску я снял растворителем предварительно, снял столько, сколько мог. Но это не важно, что краска осталась, потому что красить будем краской Крилон, она хорошо покрывается, быстро сохнет и матовая. То, что здесь осталось, это не важно. Как только нанесу все слои, покрою лаком, и будет вообще красота. Сначала наносим цвет хаки. Если есть возможность, подвесьте привод, так его можно покрасить со всех сторон сразу. И советую делать это на улице. Старайтесь не заливать поверхность краской, лучше нанесите небольшими нажатиями. Не забудьте пристегнуть магазин сразу, как это сделал я. Но и оставляем на полчаса. Наносим песочный цвет. По моей задумке должен получиться градиент из 3 цветов. Наносим цвет движением по спирали сверху вниз. Не бойтесь напортачить, оно не должно быть идеально. И даем высохнуть. Теперь наносим коричневый. Так же как и с песочным, наносим коричневый по спирали рядом с песочным. Снова оставляем высохнуть. Теперь затираем с помощью растворителя и тряпки. Обрабатываем все острые углы и подвижные части, рукоять свода, спусковой крючок, переключатель режима огня, Dust Cover, Bolt Catcher, досылатель, кнопку сброса магазина, пламегаситель, ведь эти все части в полевых условиях быстро облазят. Еще можно закрыть эту часть малярным скотчем и будет проще, но у меня его под рукой не было. И наконец покрываем лаком, чтобы цвета дольше держались. Лак использую Rust Volume, матовый, его можно найти в любых хобби-магазинах. Распыляем, лака не жалеем. Вот что у нас получилось. Нанесли в итоге 3 слоя краски, состарили, нанесли лак, дали высохнуть и результат. А продолжение с МП5 смотрите где-то через неделю. Всем пока!